Приветствую YouTube, приветствую сообщество. Сегодня мы с вами поговорим о тестах. Сегодня мы узнаем, как я их делаю и почему я их делаю именно так. И вначале небольшое объявление. Я открыл канал на сервисе Patreon, ссылка в описании, подробнее в конце видео. Почти в каждом последнем обзоре в левом верхнем углу вы видите бегущую картинку. Это ускоренная запись тестов, которые я делаю, и сегодня мы о них будем говорить. Перед тестом каждый нож затачивается на 36 полных градусов. Работа идет на 4-5 абразивов. С большим отрывом идут веневские алмазы, в очень малом количестве барайт. Работа на притирах ведется в обоих случаях. Используется джутовый канат, тросовые свивки по ГОСТу 30-0-55 диаметром 14 мм, обмотанный малярным скотчем. В качестве подложки используется торцевая доска. Канат прорезается в одно движение, начиная с острия. За один подход к столу делается 100 резов каната, и это формирует тестовый подход. Эти 100 резов каната осуществляются без длительных пауз между резами. За один тестовый день может быть не более 15 тестовых подходов, то есть не более 1500 резов за один тестовый день. В среднем, по факту, получается, что тестовый день это обычно 4 тестовых подхода или 400 резов. Если нож не прорезает канат в одно движение, то в блокноте делается соответствующая отметка, и нож получает одно штрафное очко. По достижении определенного количества штрафных очков тест заканчивается и подсчитываются результаты. Это количество лежит в диапазоне от 10 до 20. 10 и в этом районе штрафных очков происходит тогда, когда нож набирает затупление стремительно, когда 4-5 штрафных очка получаются в рамках одного тестового подхода в рамках 100 резов. 20 это когда нож затупляется постепенно, когда сам процесс затупления идет равномерно, и подобный процесс затупления сейчас происходит практически со всеми ножами. Перед тестом и по завершению теста производится проба остроты путем разрезания листа офисной бумаги. Тест от начала и до конца записывается на отдельную камеру. Камера установлена специально и исключительно для этой цели. После чего полученный материал без какого-либо монтажа, без каких-либо манипуляций, склеек и так далее выкладывается на Яндекс. Модель ножа, марка стали, длина режущей кромки, общее количество отрезов на сантиметр, все это вносится в табличку и точно так же выкладывается в интернет. Теперь давайте, друзья, углубимся в детали. Джутовый канат, потому что, во-первых, он в широком доступе в городе Москва, где я живу и работаю. Во-вторых, его качество в рамках одного поставщика, а также в рамках ГОСТа достаточно стабильное, что позволяет производить тесты на широком временном интервале. По вот этой методике первый тест я провел в конце 2015 года, если я не ошибаюсь. Нет, не ошибаюсь. В конце 2015 года, по-моему, это была крыса. А вообще, тесты на канате я провожу уже практически 7 лет. В-третьих, канат сам по себе, как тестовый материал, привычен как для ножемана, так и для ножедела. Насколько мне известно, из печатной литературы, по крайней мере, тесты на канате в том или ином виде были известны уже 100 лет назад. На мой взгляд, они были известны гораздо раньше, просто в свое время, скажем так, доступ к записи чего угодно. Он был, мягко говоря, далеко не у всех. В-четвертых, и это, наверное, один из ключевых факторов, канат, он оптимален по скорости затупления. Можно резать огурцы, можно резать керамические тарелки. В одном случае резать будут по колени и не затупят, в другом не будет разницы. В-пятых, я тестировал все виды канатов, до которых могут дотянуться. Это и пеньковый, это и сизалевый, это и пропитанные версии джутового и пенькового, это и синтетику разного рода. И какой-либо серьезной разницы в рамках сравнительного теста по отношению к джутовому канату я не обнаружил, поэтому я остановился на том, к чему есть доступ. Разумеется,
30 мм или 50 мм будет резать гораздо удобнее, чем 14. Рез будет идти быстрее, тест будет идти быстрее и весь процесс будет идти быстрее. Но далеко не все складные ножи способны без каких-либо проблем разрезать 30 и уж тем более 50 миллиметровый канат. Кто-то из-за геометрии, а кто-то банально из-за длины клинка. 14 мм это рассчитанная величина. Величина, подготовленная для длины, для рабочей длины режущей кромки от 70 до 85 мм. Это большая часть, подавляющая часть складных ножей. Прорезать канат в одно движение необходимо, потому что это убивает несколько зайцев сразу. Во-первых, не дает чистить, то есть не дает тебе переработать на одном ноже, не доработать на другом ноже. Во-вторых, упрощается повторяемость процедуры, что ускоряет в целом весь процесс. Ну и в-третьих, и это главное, одинаковая механика реза от ножа к ножу, одинаковая, понятная, просчитанная от ножа к ножу дает максимально точно и максимально детально сравнить эргономику ножа. А это ключевой компонент, ключевой вопрос, который ставит перед собой тест. Я согласен полностью, режущие углы лежат под 30. Это без вопросов, я абсолютно согласен. Но, друзья, мы с вами прекрасно понимаем, живем мы в реальном мире. Большая часть тестов — это ножи, предоставленные подписчиками. А эстетика ножа — это очень важный компонент, чрезвычайно важный. И уродовать ножи, большинство современных серийных складных ножей не приспособлены для сверхострых углов именно эстетически. Уродовать ножи — это неправильно, это никому не нужно. 36 градусов — это некий баланс между резучестью и красотой, и даже в него далеко не все могут спокойно вписаться. Все факторы методики, такие как тестовый день, как тестовый подход, все они по факту служат одной единственной цели – превратить весь процесс в четкую, понятную, размеренную работу. Убрать фактор усталости. Это очень важно. Не давать тебе переработать, ну и не дать недоработать. Разумеется, если вообще все проутрировать, то канат-то, по идее, можно резать один раз в один день. Но и резать так пожизненно. А когда он будет уж совсем тупиться через несколько десятилетий, ну давить посильнее. Так не пройдет. Есть методика движения, есть количество резов, это отсечка снизу, и есть тестовый день, это отсечка сверху. Нужно понимать следующее. Это сравнительный материал. Он предназначен для сравнения одного ножа с другим. Здесь дело не столько в конечной таблице результатов. Это в том числе дневник наблюдений, дневник понимания эргономики ножа. Эргономика ножа – это 90% результата. Если вы в этом сомневаетесь, я рекомендую провести простой эксперимент. Взять свой любимый складной нож, хорошо его заточить, взять канат, друзей и порезать. Весело провести время, получить новый опыт. Потом ножик разобрать, еще раз заточить, взять отдельно лезвие и порезать им. Потом взять любую палку, примотать лезвие к палке и этим вот типа копьем порезать еще раз. Сравните все три результата. Вы в полной мере на себе поймете, что такое эргономика и насколько она важна. Отдельная камера, Яндекс.Диск и прочее, все это существует, дабы максимально сделать тест прозрачным, дабы мне не пришлось кого-либо, когда-либо в чем-либо убеждать, дабы любому зрителю не обязательно было мне верить, дабы он мог проверить. Это важно. Сама по себе методика – это ключ вообще ко всему. Один тест, он ничего не показывает, ну почти ничего. Простой пример. Допустим, мобильный телефон. Допустим, он держит батарейку 2 дня. Что дает вам эта информация? Если это просто мобильный телефон и 2 дня, ну 2 дня и мобильный телефон отлично. Но если его коллеги по палате держат 3, это уже совершенно другая информация, не так ли? Это сравнительный тест. И для того, чтобы сравнивать ножи корректно, максимально корректно сравнивать друг с другом, необходима методика, камера, таблицы и все остальное. Я не использую весы по очень простой причине. Классическое понимание использования весов в канатном тесте – это разрезание под определенной выверенной нагрузкой контрольного шнурка. При подобном использовании из уравнений, из тестового уравнения в целом исключается такой фактор, как эргономика. И нож в тесте остается 1 на 1 со своей термообработкой. И это абсолютно нормально, если речь идет
о тесте фиксов, большого количества фиксов в ограниченном участке времени, ну, например, на выставке. Это абсолютно нормально. Я же тестирую складные ножи, а складной нож — это всегда баланс между удобством и красотой. Это всегда война между технологом и художником. И эта битва никогда не кончится. И результат этой битвы — эргономика ножа. Именно то, что проверяется на тесте. Конечно же, я не придумал идеальный тест. В изначальном текстовом варианте я довольно подробно описал, как бы он мог выглядеть. Если тезисно это сформулировать, ключевое слово «выборка». Это куча одинаковых ножей, куча тестеров, куча профессиональных заточников, куча разных бухт каната от разных производителей, наличие регистратора давления на постоянной основе в режиме онлайн. То есть все, что позволяет максимизировать выборку, минимизировать человеческий фактор и любой случайный фактор. Я же обычный человек. Я делаю то, что могу, с тем, что имею, но стараюсь сделать это предельно открыто, предельно понятно и предельно аргументированно. Зачем вообще эти тесты? Ну как, мы живем в прекрасном новом мире. Это без шуток сейчас и без иронии. Мы живем в эпоху информационных революций. Сейчас тестируется, проверяется, обзорится, как-то рассматривается, микроскопируется, препарируется абсолютно все. Те же самые телефоны не только проверяют на автономность и скорость, их точно так же вполне спокойно жгут, скидывают с вышек, замораживают, царапают. По методике, замечу, царапают. Делается абсолютно все. Тестируются фотокамеры, роботы-пылесосы, детские коляски, перфораторы, даже бутерброды тестируются. Так почему же ножам немного не порезать? Им это что, делать не положено? Видите ли, далеко не все хотят купить кораблик в бутылке. При всем уважении к этому искусству одного нельзя оспорить. На таком корабле нельзя плавать. Вот такой, друзья, материал. Я надеюсь, вопросов стало меньше. Я надеюсь, теперь стало ясно, почему я делаю тесты именно так, зачем я их делаю и как это происходит. Еще перед тем, как проститься, друзья, я бы хотел рассказать вам о Патреоне. Мне давно советовали открыть там канал, и я решил попробовать. Ссылка на него в описании. Patreon — это платформа, которая позволяет людям поддерживать интересующих их авторов и поддерживать их проекты. В качестве благодарности на эту поддержку авторы предоставляют этим людям специализированный контент, доступный только на Патреоне. Что будет на моем Патреоне? Во-первых, это будут какие-то дополнительные материалы к обзорам. Возможно, это будут режиссерские версии, это будут фотографии разного рода, это будут тексты, я думаю. Я вообще думаю, это будет довольно разнообразный контент. Прошу вас не переживать, друзья, канал никуда не денется, он не уйдет под замок. Это всего лишь его расширение, его углубление. Я, допустим, всегда хотел снимать так называемые бэкстейджи, но пока даже не сильно представляю, как это организовывать. Но я думаю, это тоже будет на Патреоне, и это интересно. Я думаю, друзья, Patreon — это отличный способ отблагодарить людей за их понимание, за их помощь, за их работу. Мы с вами, друзья, делаем очень интересное дело, и мы будем продолжать его делать. Спасибо за просмотр. Пока.